Масштабнейшая атака по Украине, до 1000 дронов в небе и многочасовой налет по объектам страны. Такого еще не было. Армия России начинает масштабный штурм на земле и открывает новый фронт. Силы НАТО в боевой готовности. Столица охвачена огнем, штурм президентского дворца и разгон протестующих. Граждане призвали власть уйти. Правительство обещает жесткий ответ. Орбан считает Украину буферной зоной, которая необходима Будапешту, и призывает Путина сесть за стол переговоров с европейцами, чтобы обсудить безопасность Европы, а не Украины. Резонансные заявления. Новый курс Чехии. Голоса подсчитаны. Победа за тем, кто выступал против военной поддержки Киева. Что дальше? Украина открыла огонь в воздушном пространстве НАТО, Путин унизил Запад, Узбекистан становится центром вселенной, а Китай объявляет войну. Кому? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Армия России начала масштабные штурмы на юге Украины. О невиданной в последнее время активности войск заявляют в ВСУ. Там признают, что на запорожском направлении ВС РФ решили открыть новый фронт и рванули в атаку. Их цель – прорвать оборону вооруженных сил Украины и взять Каменское, Плавни и пробиться к Степногорску. Более того, россияне пытаются идти и с востока и штурмуют позиции у населенного пункта Степное. Противник пытается окончательно взять под контроль Каменское и Плавни, а также вытеснить силы обороны с позиций, которые есть в этих населенных пунктах, и продолжить дальше движение в направлении Степногорска. Кроме того, враг открыл новый участок, где проводит штурмовые действия. Это тоже недалеко от Степногорска, но не с западной стороны, а с востока. Там населенный пункт Степное, где противник за несколько последних дней провел несколько штурмовых действий. Однако все они были без результата. В ВСУ также озвучили стратегию россиян. Там уверяют, что если войска России смогут продвинуться ближе к Запорожью, то получат возможность применения дополнительных видов вооружения. FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. В то же время в российском Минобороны также говорят о запорожском направлении. Там показали видео того, как саперы с помощью дронов разминируют маршруты продвижения российской техники и штурмовых групп. Кроме того, на этой неделе в Москве заявляли и об ударах по позициям ВСУ на этом направлении. Звучали те самые населенные пункты, которые в своей речи упоминал и спикер украинской армии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приморская, Степногорск и Степовое Запорожской области. Украина открыла огонь в воздушном пространстве НАТО. ВСУ уничтожили БПЛА в небе над Данией. Об этом открыто заявляет Генштаб ВСУ и уточняет, что уничтожение учебное в рамках обмена боевым опытом с европейцами и на фоне последних заявлений о появлении дронов в небе над странами ЕС. На этот раз целью украинцев стали датские беспилотники. На демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые смогли воочию убедиться в эффективности украинских решений в борьбе с воздушными угрозами. Сбитие было зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты беспилотных летательных аппаратов получили десятки вопросов от иностранных коллег. Украина продолжает обучать европейцев противодействию новым вызовам. Вместе мы укрепляем обороноспособность Европы. В ЕС и в Украине по-прежнему заявляют, что за появлением беспилотников стоит Россия. В Киеве говорят, что операции по запуску дронов тщательно просчитаны и представляют собой попытку сдвинуть красные линии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу. Тот считает, что Путин унизил Запад. Я уверен, что Путин получает эмоциональное, если не физическое удовлетворение, унижая Запад и демонстрируя то, что он считает своей сверхсилой. Кислица также акцентирует внимание на том, что многие политики в Европе все еще мыслят категориями и алгоритмами прошлого века, где война означает солдат на земле и движущиеся танки. Это была цитата. И совсем отрицают наличие кибервойны и развитие технологий. Напомню, что Россия отрицает причастность к запуску дронов в небе над Европой. Путин на Валдае на вопрос о появлении БПЛА ответил шуткой. А зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не буду больше. Да, не надо больше, не буду.
Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? На это самое, Да везде долетают. Да, в Лиссабон, и куда они летают? В то же время один из ведущих специалистов Европы по беспилотникам Стефан Крашанский, генеральный директор австрийского подразделения немецкой компании Аарония, создающей системы борьбы с дронами, заявил, ждать полной безопасности в ЕС не стоит. Дает понять, стопроцентной защиты от БПЛА не существует. Такого понятия, как 100% защита, не существует, давайте будем честны. В конечном итоге именно поэтому наши клиенты приходят к нам, потому что мы можем создавать системы, которые способны обнаруживать дроны, специально разработанные для того, чтобы избежать обнаружения. Мы можем определять местоположение и успешно противодействовать системам с манипулированной частотой, самодельным или даже военным дроном. Это игра в кошки-мышки. Иногда ты отстаешь, иногда опережаешь. В любом случае наши пределы — это пределы физики, и, к счастью, они одинаковы для всех. Многочасовой обстрел и масштабнейшая атака за последние недели. В ночь с субботы на воскресенье на Украину из России полетел целый рой ударных БПЛА. Мониторинговые каналы заявляли о том, что россияне пустили их одновременно с 10 направлений. И речь шла практически о 1000 БПЛА. Это беспрецедентное количество. Уже за полночь Россия подняла стратегическую авиацию, которая направилась к местам боевых пусков ракет. В Украине заявили, одной из главных целей ракет и дронов стала энергетическая инфраструктура. По данным украинских медиа, россияне перед совершением массированной атаки активно мониторили энергообъекты в Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Львовской областях. Кроме того, военную инфраструктуру в Киевской и Донецкой областях, а также промышленные объекты и вновь в Киевской, а также Хмельницкой областях. Уже традиционно во время таких больших атак силы НАТО, в частности, на восточном фланге, были подняты по тревоге. Орбан предложил ЕС и России сесть за стол переговоров и обсудить будущую безопасность Европы. Об этом глава правительства Венгрии заявил в интервью YouTube-каналу «Хэтек». Самый главный вопрос, по словам Орбана, как обеспечить, далее цитата, в Европе, не в Украине, а в Европе безопасную, стабильную, свободную от терроризма и войны жизнь, которая одновременно будет предлагать экономическое благополучие европейским гражданам. Венгерский премьер снова отметил, что Европа фактически содержит Украину и уже сожгла на войне около 175 миллиардов евро. При этом премьер-министр открыто заявляет, что Украина нужна Будапешту как буферная зона между Венгрией и Россией. Есть 3 страны, с которыми мы, по-моему, ни в коем случае не хотим быть соседями. Мы не хотим быть соседями немцев, потому что это уже было, и из-за этого были проблемы. Аншлюс. Хорошо, если там есть Австрия и Чехия. Мы не хотим быть соседями русских. Это тоже уже было. Граница Советского Союза проходила здесь, по восточной границе Венгрии. И мы не хотим быть соседями турок, потому что это тоже уже было. Так что это хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которую сейчас называют Украиной. Для Венгрии стратегически важно, чтобы Украина существовала. В этом же интервью Орбан заявил, что Путин оккупировал 20% Украины и отдавать эти земли не будет. В данный момент, говорит премьер Венгрии, далее цитата, 5-я часть украинского государства под иностранной оккупацией, а остальные 3/5 или 4/5 не могут стоять на собственных ногах, а содержим их мы. Конец цитаты. Штурм и водометы в центре Тбилиси. После муниципальных выборов столица Грузии взорвалась протестами. Демонстранты пошли на штурм президентского дворца, снесли ворота и ворвались во двор. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. На улицах вспыхнули пожары и появились баррикады. В рамках этих протестов в Тбилиси прозвучали заявления о том, что власть принадлежит народу, а грузинская мечта, которую обвиняют в тесных связях с Москвой и называют пророссийской, утратила легитимность. На улицах столицы звучали призывы к смене власти, в частности, к мирному переходу власти в руки народа. Национальное собрание заявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит мирный переход власти в руки народа, освобождение демократических институтов, немедленное восстановление диалога о вступлении в Европейский Союз, защиту безопасности и мирного будущего страны. С этого момента МВД должно подчиняться грузинскому народу, а не Бедзини Иванишвили. Если они не выполнят этого, то будут служить бандитам и хунты.
По оценкам СМИ, на протест вышли тысячи грузинов. Оппозиция бойкотировала выборы, обвинив власти в давлении и фальсификациях. При этом бывший президент Саломе Зурабишвили считает штурм президентского дворца, который устроили демонстранты, провокацией правящей партии, которая направлена на дискредитацию мирного протеста. Сценарий захвата президентского дворца силой – это, безусловно, сценарий, спланированный режимом, чтобы распространить его через этот мирный протест. Все люди, которые поддерживают мирный протест, сегодня вечером стоят на проспекте Кускадеги, и они будут оставаться там, чтобы продолжать протест против фальсифицированных выборов и против российского будущего, которое режим подготовил для них. Но мы будем там без каких-либо силовых действий, и попытка режима дискредитировать мирный протест, инсценировав захват президентского дворца, не разделяется людьми, стоящими здесь, не разделяется мной. Я выступаю против этого. Несмотря на напряжение в столице, которое закончилось жестким разгоном с применением слезоточивого газа и водометов, премьер Ираклий Кобахидзе заявил о победе грузинской мечты и заявил, что в ближайшие дни грузины, которые пытались захватить дворец, почувствуют на себе жесткий ответ власти. Жесткие меры будут приняты и в последующие дни. То, что мы увидели на улице Атанели, это уголовное преступление, и каждый человек, причастный к этому насилию, будет привлечен к ответственности. Мы направляем жесткое предупреждение по всем направлениям. Я предполагал, что на фоне этого насилия нам придется арестовать более 30 бессовестных преступников. И, как видите, именно к этому все и идет. Остального ждите. Ответ будет жестким. Кобахидзе обвинил посла ЕС Грузии в беспорядках в Тбилиси, ведь тот поддержал протесты. МВД Грузии при этом возбудило уголовные дела по 4 статьям о нападении на полицейского, о призыве к насильственной смене власти, о повреждении чужого имущества и о попытке захвата объектов стратегического или особого значения. Явка на выборах при этом составила всего 33,5%. Отвернется ли Прага от Киева после выборов? В Чехии закончились парламентские выборы. Победила оппозиционная правая партия ОНО миллиардера и бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша, набравшая почти 35% голосов. Бабиша называют евроскептиком. В Европейском парламенте его партия образовала общую фракцию с Фидес венгерского премьера Орбана. Поэтому Бабиша некоторые силы называют пророссийским политиком. Также политик обещал, что в случае победы на выборах он пересмотрит законодательство в отношении украинских беженцев в Чехии и свернет военную и финансовую помощь Украине. Мы хотим спасти Европу. Мы хотим победить на следующих выборах. И мы, безусловно, прозападные, проевропейские и пронатовские. На втором месте правоцентристский блок «Вместе», лидером которого является действующий премьер-министр Фиала. Тройку лидеров замыкает центристская либеральная партия «Старосты и независимые». ЭНО не набирает большинства в парламенте, партии придется формировать коалицию с другими политическими силами. Работать с коалицией с полу Петра Фиалы партия ЭНО не готова, как, впрочем, и Фиала с ЭНО. Наиболее вероятные партнеры Бабиша – крайне правые «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты для себя». Ранее подобные политические силы никогда не участвовали в правительстве. Один из возможных сценариев – создание правительства меньшинства. События космического масштаба в Узбекистане. В 2028 году в городе Самарканд пройдет Международный конгресс астронавтики. Это мероприятие ежегодно собирает специалистов космической отрасли со всего мира. В этом году конгресс принимала Австралия, сообщает агентство «Узбеккосмос». За право проведения форума с Узбекистаном боролись Бахрейн и Индия. По словам министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова, космический конгресс впервые пройдет в регионе Центральной Азии. Это мероприятие не только привлечет более 10 тысяч гостей и международную выставку, что принесет пользу экономике нашей страны. Вклад в экономику Австралии составил более 27 миллионов долларов. Но, что самое главное, оно будет способствовать дальнейшему повышению интереса молодежи нашей страны к науке. С войны в тюрьму. Суд в Узбекистане признал узбекистанца, который подписал с Минобороны РФ контракт и отправился воевать против Украины, виновным в наемничестве, службе на чужую страну и приговорил к 2 годам лишения свободы. Известно, что в 2023-м мужчина уехал в Россию на заработки, но вместо работы мигранту предложили послужить в зоне боевых действий и обещали золотые горы, гражданство РФ и легальное трудоустройство. Как пишет издание Узньюз, мужчина служил под позывным «Дед» в Белгороде, ремонтировал военную технику, непосредственно на фронте не был. Спустя год гражданина Узбекистана списали из-за больного сердца, он вернулся домой в Узбекистан, теперь виновный отбывает наказание в колонии общего режима.
Пекин объявил войну тревожному контенту. Китайские власти усилили интернет-цензуру в рамках новой кампании «Чистая сеть». Под запрет попали публикации, вызывающие тревогу или разжигающие социальные конфликты. Несколько популярных блогеров-нарушителей уже лишились аккаунтов или были наказаны технически. Новые пользователи не смогут подписаться на провинившихся блогеров. Так, власти удалили все публикации блогера Ху Чэньфэн на видеоплатформе Билибили. У него было более 800 тысяч подписчиков. Мужчину обвинили в подстрекательстве и разделении общества, поскольку он делил людей на тех, кто пользуется гаджетами Apple, и тех, кто предпочитает Android. Причем последняя группа ассоциировалась у него с низким качеством и отечественными товарами. А для новых подписчиков заблокирован аккаунт популярного образовательного блогера Джан Сюэфэна. У него свыше 50 миллионов фолловеров. При этом китайские власти не объяснили причину таких ограничений. Сема Асун, старший исследователь Института национальной стратегии при университете Цинхуа, отметил, Пекин хочет целенаправленно устранить эти негативные настроения в течение 2 месяцев, поскольку он обеспокоен мышлением китайской молодежи и хочет направить ее в нужное русло. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте лайки и комментарии. Для меня это очень важно и ценно. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. До встречи уже завтра.